Привет, дорогие друзья! Сегодня в ремонте вот такой компьютер HP. Давайте посмотрим, какая это модель. Вот она, вот модель. HP ZBook 15UG5. Какая проблема у ноутбука? Он вообще не включается, черный экран. Давайте я вам сейчас это покажу. Подключаем блок питания. Так. И включаем. Никакой реакции. При этом потребление на лабораторнике 1,8 ампер. Вот такая ситуация. Еще кое-что заметил. Если я нажимаю кнопку питания, долго нажатие, держу 10 секунд, а затем отпускаю кнопку, то загорается вот этот вот LED на капслоке и тухнет, и все. Больше ничего не происходит. В то время, когда он тухнет, потребление уменьшается, а видите, как потребление скачет, оно то больше, то меньше. Вот такие вот дела. Хорошо. Будем его сейчас разбирать. Разбираем. Отвертка Philips нам понадобится. Мы начинаем его открывать вот отсюда. Вот отсюда. Стоп. Есть винтики, которые я не открутил. И вот этот тоже, кажется. О, смотрите, чем открывать лучше. Так вы немножко поддеваете чуть-чуть. Таким инструментиком. Вот так поддеваем. Чуть-чуть, не сильно. Теперь вот так. Так. О, все. Открыли. Ух ты. Как интересно. Что мы делаем первым делом? Мы отключаем батарею. Вот так. И пробуем включить питание и включить ноутбук. Иногда бывает, что он может освободиться и включиться. Ничего не происходит. Так, батареечка у нас.
Проверяем батарейку. 3,2 вольта. Прекрасно. Замыкаем плюс и минус. Еще раз. Включаем батарейку назад. Так. Интересно, компьютер ведет себя иначе. Ждем. Просто ждем. Ты же вентилятор работать начал. Вау, картинка появилась, друзья. Давайте попробуем подключить батарею. И вместе с батареей все это дело включить. Я все переверну. Включаем. Так. Так, загружается Windows. Вау, Windows загрузился. Отлично. Вот и компьютер заработал. Давайте теперь проверим, насколько он греется. Так, значит, что мы делаем? Скачаем AIDA. Так, у нас оверхединг есть. Чтобы открутить кулер, нам понадобится тонкая отвертка. Вот такая подойдет. S2 и H00. Так, начинаем откручивать. Наискосок. Включаем вентилятор от материнской платы. Вот так. Аккуратненько. Оп. Вот и все, мы его сняли. Термопаста здесь
не в очень хорошем состоянии. Смотрите. Она полувысохшая, ее нужно менять. Еще есть здесь термопады, можно их потрогать. Если они влажные, липкие, менять их не нужно. В нашем случае они в хорошем состоянии. Менять мы их не будем. Меняем только термопасту. Так что здесь тоже вид не очень. Да, термопасту нужно менять обязательно. Перед тем, как вы что-то делаете, обязательно нужно отключить питание батареи. Это очень важно. Обязательно отключить питание батареи, иначе вы можете что-то сжечь или закоротить. Так, и здесь. Отлично. Так. Теперь снимаем термопасту с кулера. Вот, друзья, мы очистили все хорошо. Какая здесь ситуация в этом ноутбуке? Обратите внимание. Видите, термопады не полностью охлаждают память. Вот, например, вот видите, вот квадратик. Это место не охлаждается вообще. Дальше смотрим. Здесь тоже та же история. Вот. Полностью чип не охлаждается. Конечно, охлаждается его центр, это важно. Но все-таки лучше, конечно, поставить, если есть возможность на самом охладителе, то можно просто улучшить, увеличить как бы охлаждение. Немножечко увеличить. Но производитель почему-то так рассчитывает. Смотрите, вот, например, здесь, видите, тут скобочка. Значит, это говорит о том, что прокладка должна быть именно такой. Видите? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Стоит ли заменить такие прокладки на более широкие или не стоит. Прав ли производитель или нет? Интересно узнать ваше мнение. Так. Я пока не буду менять. Или буду. Да решить. Это полмиллиметра их толщина. Миллиметр. Окей. Я все-таки поменяю. Поставлю. Я решил все-таки поставить более широкие прокладки. Будем вырезать прокладки сейчас.
Делаем так немножечко. Для усиления охлаждения. Ставим кулер. Придерживаем немножечко кулер. Включаем. Батарейка здесь плохая, надо ее менять. Сейчас будем проверять температуру. Наша AIDA, вот она. Как Ротлинг не пишет. Отлично, отлично, друзья. Процессор больше не перегревается. Нету тротлинга. Температура в норме. Немножко время пройдет, посмотрим, будет ли тротлинг или нет. ,55 градусов — это просто идеальная температура. Я думаю, что мы решили эту проблему. Значит так, мы решили сразу две проблемы. Во-первых, компьютер не включался. Что мы сделали, чтобы он включился? Мы его разобрали. И что помогло, это то, что мы отключили сначала главную батарею, а потом мы отключили батарейку BIOS. Мы также проверили, если она в порядке, она оказалась в порядке. Мы закоротили на материнской плате плюс и минус батарейки. Два ее контакта, плюс и минус, мы закоротили, подключили все на свои места, компьютер включился, был обнаружен перегрев, и вот сейчас мы с вами этот перегрев устранили. Проверим некоторые вещи, проверим диск, если все в порядке. Чтобы проверить SSD-диск, мы заходим в Google, здесь мы печатаем Victoria 5.37, нажимаем Enter. Заходим на сайт MajorGeeks и оттуда скачиваем эту программу. Извлечь все, извлечь, запускаем Викторию и проверяем, исправлен ли жесткий диск. На всякий случай здесь правильный SSD-диск. Да, статус диска good. 28 это unsafe shutdowns, то есть компьютер выключался 128 раз неправильно. Но это никак не повлияло на диск. Да, скорость прекрасная. Все, что-то какая-то проблема. Мышка самопроизвольно двигается вправо. Интересно, я ничего не делаю, она двигается вправо. Мы посмотрим дальше. Смотрим потом почему. Что это за проблема такая? Мышка двигается вправо, я ничего не делаю. Друзья, вы скажете, тачпад неисправен? Я не шучу, смотрите. Ничего абсолютно здесь нет.
И мышка никакая не подключена к ноутбуку. Курсор двигается вправо. На тачпаде ничего не зажато. Вообще двигается вправо и все. Немножечко беру, отпускаю, она двигается вправо. Ну что, друзья, что скажете насчет этого? Не могу выключить. Не могу выключить, не могу. Ола. Вот такие сюрпризы бывают. Выключайся ты уже. Enter. Ctrl Alt F4 нажимаете и Enter. Это тоже выключает компьютер. Все. Вот такие тут еще проблемы, оказывается, есть. Ну, как я понял, клиентке этот тачпад 100 лет не нужен, она пользуется мышкой. Поэтому, наверное, я делать это не буду. Устранять эту проблему. Хотя можно посмотреть, что здесь. Может быть, что-то с контактом тачпад. Давайте посмотрим. Вот такая. Шестиконечная. Так. Подойдем. Включаем батарею. Снимаем батарейку. Так, снимаем. Теперь смотрим, что у нас здесь с тачпадом. Тактики нормальные. Уже нормальные. Давайте их почистим. Мышную палочку немного спирт. Больше, чем я сделать не смогу пока. Потому что клиентке все равно не нужно за тачпад. Мы так сделали хорошую работу, думаю. Пытался я включить компьютер, а он не включается. И в чем же причина? Батарея, по всей видимости, коротит. Так, отключаем ее. Сейчас он включается. Значит, батарея, скорее всего, здесь. Ее просто не надо подключать. Если клиентка захочет новую батарейку заказать, я, конечно, закажу и поставлю. Это также может быть контроллер. Ну, если что, контроллер у меня есть. Так, давайте тогда вот что сделаем. Будем запускать его родное блокопитание. Включаем. Включаем еще раз. И ждем. Лично. Просто батарейку не надо подключать в этом ноуте. Либо заменить, потому что батарейка коротит. И через некоторое время компьютер просто перестает включаться. Либо она коротит, либо что там с ее контроллером или еще с чем-то там. Неисправность самой батареи, короче. Все работает. Мышка правая уже не идет. Не знаю, что там вниз заглючило. Еще раз давайте проверим температуру. Проблему с троллингом мы решили. Отлично. Да, никаких проблем нет. Значит, звоню клиентке и говорю ей, что у нее полетела батарея и надо ее заменить. Если она захочет ее менять, то скажу и заменю. Не будем включать. Все, закрываем крышку. От пыли я уже все почистил. Крышку почищу. Нормально.
Закручиваем. Опять рисуночек небольшой. Рисуночек небольшой на экране. От клавиатуры. От пыли. Не, все прилично. У нас все прилично. Тайра-тара-та-тайра. Тайра-тара-тайра. Та-тайра-ра-тайра. Вот и все, дорогие друзья. До новых встреч! Если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал.